Мяу. Всем привет, ребят, с вами Киса, это утренняя подруга и Крадл. Загадка, игрушка-загадка у вас прямо на экране. Эх, я даже заговариваюсь. Итак, меня послали в 6-й павильон, давайте сходим. Послали, так послали. Очень красиво, конечно, все здесь и печально, и красиво одновременно. Пустынная земля, заброшенная земля, причем я смотрю, все заброшено, но солнце светит из-за туч, освещает таким теплым светом все, и это реально красиво смотрится. Мы почти пришли к нашему аттракциону, парк аттракционов, и исследуем сейчас 6-й павильон. Ну, опять-таки, здравствуйте, кубики, да, я так понимаю. Так, мы на месте, нам осталось только найти наш 6-й павильон. Это 5-й. Вот он, 6-й, я так понимаю. Ты откроешь мне дверцы? Сим-Сим, откройся. Так, меня смущает черный сгусток. Давайте мы найдем палочку, если это возможно. Конечно же, здесь. Так, нет, мы не будем искать еще новые невероятные возможности для смерти. Меня смущает молчание Иды. Так, я вижу палочку. Так, где там черная какашка? Ну-ка, иди сюда. Я поняла, о каких неполадках сказано в отчете. Во время трансфера у кого-то из детей не заблокировалась способность разговаривать. То есть он просто поговорил с самим собой, со своей копией. Ну? Вот это вот 6-й павильон? Или этот 6-й павильон? Это, по-моему, 7-й. Блин, опять где-то он лазит. Это, по-моему, был 7-й павильон. Ага, мне страшно эти звуки. Да, он опасен, он убивает. Мы уже встречались, когда вчера собирали, позавчера. Нет. Ну, в общем, на днях собирали цветочки, и он нас чпокнул. Мы генометр потеряли аж. Так, иди сюда, черная какашечка. Так, их что, 2? Их 2, ёкалом, 3 их! О, на! Генометр потеряли на цветочках, когда смотрели цветочки. И слегка... О! Я промазала!
Он за мной идет? Вот, смотри. Вот он меня тронул, Что делать, что делать, что делать, что делать, что делать? Фу. 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 Блин, ну здесь ничего активного нет. Где 6-й павильон? В смысле ты перекупался? Вот это какой павильон? Скажите мне, пожалуйста, 6-й? Соси меня, крошка. Нет, да, это 7-й павильон. И здесь мы даже с вами падали. Пошли! Так, хорошо. Или теряет способность к общению. Возможно, замена синхронизатора устранит проблему. Достаньте новый синхронизатор. Я так понимаю, нам вот сюда. Вот это 6-й должен быть. Что у нас здесь активного есть? Ничего, да? Может, как-нибудь можно сюда залезть? Это вот, типа, здесь один садится, здесь другой садится, да? И они, типа, общаются с копией своей. Срочно сейчас ты рафлю купи себе. Запейся вот этими средствами, снимающими первое. И профилактику делающие. И что здесь активного, скажите, пожалуйста. Куда нажимать? Камера. Дисплей. Дисплей, камера. Все зеркальный. Не зеркальный. Здесь камеры нет. Тут камеры нет. Вы видите, что это не 6-й павильон? Я чуть не могу понять. Это, по-моему, 5-й павильон. Вот это 5-й павильон. Ой, мамочка. Страшно. Вот это, что ли, 6-й павильон? Так. Слышь ты, сгусток. А может тебе куда-нибудь деться? Поехали. В смысле другой способ добраться до павильона? Вы смеетесь, что ли? Как туда добраться? Через 5-й? Так, хорошо. Что туда у нас ведет, господа товарищи? Наверное, твой Луц пришел. Эй! Меня опять черный засосал. Фу, хорош меня сосать, пожалуйста. Я могу здесь забраться? Типа вон туда. И так, хорошо. Нам нужно попасть с вами в этот павильон. В этот павильон. Лифт не рабит.
Не рабит. Этот лифт не работает, нужен другой способ добраться до павильона. А что у нас есть рядом? Рядом у нас есть выход какой-то. Так. Где блестело? Чё блестело? Где и что здесь блестело? Не наблюдаю. Блин, ты меня пугаешь. Так. Так. Слышь ты, гусеница, ты можешь делать какие-то чудеса? И как нам забраться в тот павильон? Лифт не работает, сюда мы забраться не можем. Так. Здесь сломано. А дальше мы не можем. Здесь забраться наверх не можем. Ну и вопрос на засыпку. Что делать нам? Идти через 5-й павильон? 5-й закрыт тоже. Его нам тут раз Ида открывала. Как бы. Сейчас она молчит. Это 3-й павильон. Это 4-й павильон. На 4-м мы, кажется, катались уже. Давайте засосет еще раз нас. Может, там есть наверху какие-то переходы между павильонами. Типа вот таких вот. Так. Окей. Рискнем своим здоровьем. Ёшкина! Пока. Я плюхнулась. Я упала. Ё-моё. Ё-моё. Что же делать?
Полетим еще раз. И сделаем все то же самое, и опять плюхнемся туда же. Мне все-таки кажется, здесь надо как-то идти. Не для чего. Не зря же здесь вот эту фигню сделали. Но там дырка была. Если не ошибаюсь. Да? Вот здесь пройти нигде нельзя. Так, главное в дырку не упасть. Главное в дырку не упасть. Здесь пройти. Блин, ну вряд ли здесь. Тихо. Между прочим, тихо. Тут страшно. Знаете, как страшно? Вы не представляете, как тут страшно идти. Я выжила! Я выжила! Ёпарасоте! А я вообще туда иду или нет? Может, я зря сюда вообще бегу? Пусть проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. Вы не представляете. Это страшно. Это очень страшно. Соси меня, труба. Ну, попытка номер 3. Попытка номер 3. Здесь, походу, мне придется бежать. Ты ёшкин котика. Ну, давайте еще раз. Блин, вот мне кажется, знаете, сейчас мучаюсь, а на самом деле там пройти невозможно. Будет невозможно. Типа, знаете, зря трачу свое время. Даю вам контент некачественный. Мы в тебя верим. Я не пойму. А, вот здесь дырочка, в которой я тут расплюхнулась, да? А, нет, ну я ж почти допрыгнула. Ай. Боже мой. Ой, ты проклят, блин. Ненавижу игры, где надо прыгать. Саша Козюля. Ладно, попытка номер next. Итак, прошло полстрима. Что-то я не понимаю. Вы знаете, у меня по факту, играя в Far Cry какую-нибудь, бывает такая сцена, где я, грубо говоря, долго мучаюсь, да? Думаю, ладно, хрен с ним. Это не Far Cry, это вам не Rage 2, да, там, с гонками. Но... Тут не должно быть такое. А нет. И тут есть сцена, есть что-то, что мне не дается с первого раза. Я настолько хреновый игрок, что ли, не пойму. Опа, смогла. Я смогла. Блин. А теперь главное не упасть в дырочку. Блин, а как здесь пройти? Ёскин котик.
Ну я же прошла. О, я же прошла, блин. О, боже мой. А дальше-то как? Не скрипи тут на меня. Я боюсь, сейчас тут дырку прёкнусь. Я опять плюхнулась. Жесть. О, я ненавижу эту игру. Я ненавижу все игры, где надо прыгать. Вот ненавижу все игры, где надо прыгать. Разработчики, удалите нафиг все эти игры. Я их ненавижу. Не разрабатывайте эти игры. А то вдруг я на них поведусь, решу, что это прекрасная игра. Скачаю ее, начну проходить, а потом уже придется в нее играть, потому что... Фу. У меня руки вот уже помокрели, понимаете, насколько мне... Так, вот тут уже нет этой штуки, видите, да? Вот того самого кусочка. А я поэтому пройду. Прошла. Фу, я прошла. А вставить ее можно нормально? Ну, чтобы стояла. Так, хорошо. А как дальше? Вы дальше будете меня так мучить сейчас? Я сейчас упаду.
Продолжается очередная попытка. Вот там пройти. По факту по этой железочке могу. Дальше я хз. Честно. Фу, господи. Да не скрипи ты на меня, господи. Я не знаю, что делать в этой игре. Вот честно, я не знаю. Ненавижу такие игры. Ты что, не улетела? Почему я не улетела? Что за фигня? Ну, полезли еще раз. Сколько у меня будет попыток сегодня? Как вы думаете? 10, 20, 30, 40. Кто больше? Так, там я пройду или не пройду? Я уже упала раз 5, наверное. Раз 5 я упала. Хрен его знает, вот там я пройду или нет. Может, мне стоит с этой стороны пройти, а не с той стороны. Вот так вот. Вот здесь я хз где, честно говоря. Вообще не понимаю. Вот на вот эту штуку зайти. А я смогу на эту штуку зайти? Нет, походу не смогу. Или смогу. Привет, Енотхаус. Что делать здесь, ребят? Честно, я не представляю. Но я предполагаю, что все-таки по этой штуке пройти вот сюда, перепрыгнуть и там перепрыгнуть. Ну, блин. А как прыгнуть сюда, чтобы не упасть? Вот просто на засыпку, да? Такой вот вопросик на засыпочку. Ну что, на свой страх и риск? О, я смогла. Я смогла. Я смогла. Теперь сюда. Йоу. 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 Теперь бы сюда. Да. Да. Вижу тебя, входи. Да, спасибо тебе. Я смогла, я сделала. Заходи. Фу, да. Брат котика. Ах, мягкие стены. Боже мой. Очередные мягкие стены. Полетели. Ну давай, открывайся. Запускайся.
Сейчас мы собираем, я так понимаю, сохранять, соберите оранжевых кубов 30. Выбрасывайте кубы в АВА, используйте бомбу, чтобы разрушать серые блоки. Чтобы взорвать бомбу, примите оранжевый куб к красному. Но все по стандарту. В смысле я молчу? Так, оранжевые кубы вижу. Блин, ну они очень хреново стоят, я бы сказала. Так, на какую часть-то мне прыгать? Ю! Сюда, да? Ой, ой. Да. Прыгнул, называется. А можно мне выйти? Спасибо. Спасибо. Так. Пропал он, кубик, пропал. Потеребим кубики. Так, вот есть восходящий поток. Попробуем кинуть. Так. Есть один. Меня не трогать. О! Да что ж ты делаешь, что такое, а? Так. Да ёкало мене. Выходи, выходи, выходи отсюда, выходи, выходи. Вон, ну. Так, сюда. Чтобы я не упала. Сюда. Так, не, вот эту дурочку надо прикрыть. Прикрыть. То знаем мы себя. Нас хлебом не кормят. Для чего белые кубы нужны? Смотрите. Опа! Так, оранжевый взят. Раз. 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 Ах! Сволочь! Фу! Промазал. Он промазал. Так, это надо убирать, иначе не смогу закинуть. Это Майнкрафт почти, да, я с тобой соглашусь. Очень похоже. Надо убирать кубики. Где тут у нас еще? Раз. 2. 3. Так. Окей. Теперь надо вопрос построить боком. Тихо. Не наглей, сказал, не наглей. Так, что у нас тут? Вижу оранжевый куб. Уберем все нафиг отсюда, чтобы не терялось, не прегражал нам путь. Пусть он ставит там сколько угодно чего. Мы здесь сейчас почистим. Так, вижу оранжевый куб. Оранжевый куб. Чё ты, красный? Да ёшкин котик. Ничего себе ты быстрый. Ну, мы прочистим себе путь. Вы не думайте, мы не такие. Раз. 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 Все. Так, что у нас тут еще? Тут у нас можно убраться, да?
О, вижу оранжевый куб. Моё! Моё! Ю! Фу, я успел. Вижу внизу. Я подписался, лайк поставить. Спасибо. Давай сюда, 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 сюда. Убираем все лишнее. Так. Сюда. Тут больше ничего нету, да, оранжевенького? Ой, я вижу. Ой, я даже взяла. Я думаю, я буду далеко. А нет. Это хорошо. Так. Что у нас дальше? Ой, я вижу оранжевый куб. Ай! Ну нет, я его там видела, оранжевый куб. Нет! Все, он мне закрыл его, представляете? Сволочь. Вот сволота красная. Ищем оранжевый куб. Так, сюда. 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 Ой, я вижу оранжевый куб. Мое. Мое. Строимся. 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 Да нет! Ах ты коза! Ладно. Фиг с тобой, золотая рыбка. Пойду вниз. Не дает он мне нормально играться с кубиками. Вижу красный... Ой, оранжевый. Какой там поставил, я не знаю. Да и бог с тобой. Меня устраивает. Так, давайте. Раз. Два. Три. Взял, главный поток закрыл, а? А я невнимательный коза кинула. Мой косяк, ребят, мой. Ой, я вижу оранжевый. Только не надо, пожалуйста, ничего ставить. Пожалуйста, не надо ставить. Что там поставил? Где поставил? Так, оранжевый. Мне нужно оранжевый. Окей, нет, здесь ничего. Я вижу оранжевый совсем близко. Ну и тут тоже есть, хорошо. Тут какой-то странный куб, смотрите. Ты чего их не закидываешь? Куда? Да ёкаламане! Опять, смотрите, убрал поток. Поток опять убрал, сволочь. Так. Закройся. Вижу внизу, конечно, оранжевый, но туда я пока не хочу идти. Хочу отдать вот эти оранжевые здесь. Раз. Два. Че он там еще закрыл мне? Че? О, оранжевый нашла.
Так, хорошо. Возвращаемся сюда. Не-не-не-не-не-не-не, пацан, не-не-не-не-не-не-не-не. Да нет, я сказал, не-не-не-не-не-не. Все, фу. А то и что-то раскидался. Блин! Опять поток открыл. Так, мне надо, значит, теперь вниз, да, я так понимаю? Вот так. Все это убираем. Вижу оранжевый. Забираем. Дырочку закрыли. А если мы возьмем, поставим вот сюда. Ух ты, сволочь-то такая. И он меня закрыл. Демон. Он меня закрыл. Отпусти меня. Шесть. Понаставит, блин. Почему она... Ой, мамочка, нет. Мое. 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 Так, ну а теперь попробуем покидаться, да? Пока этот не вылез, черт. Пожалуйста, нет. Нет, нет. Так. Вот туда. Всякие дырки надо прикрыть. Нехорошие дырки. Так, с тобой ни бильярд, ни боулинг не пойду. В смысле? Чё? Чё? Демон! Пусти меня! Мой оранжевый куб. Меня заперли. Сколько у меня осталось? 6, да? 6. Просто демон. Вот сейчас же еще один поставит, я чувствую это. Давай, засасывай все лишнее. В смысле наверх все? Мамочка, чуть не упал, да? Фу. Раз. 2. 3. Все. Три осталось, ребят. 3. У меня последний ярус, да? Внизу яруса больше нет. Где я что потеряла?
Вижу оранжевый. Давайте возьмем на всякий случай желтый. Ой, красный. Не знаю, для чего нам нужен. Будет здесь. Может, наверх заберемся, поставим красный, потом поставим желтый, то есть оранжевый. Прочищаем себе путь. Фу. Так. Мне бы наверх, туда, на эту платформу, чтобы когда она взорвалась. Так, хорошо. Сюда. 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 Теперь сюда. И сюда. Все. Вот теперь тут ставим что? Ставим красный. И наверх желтый. Нет. Белый. И наверх. О! О! А! Так вот. Получается так у нас, да? И остается, значит, еще один где-то найти. Либо белый находим, либо оранжевый. Белый, чтобы сделать платформу. Вон я вижу белый. Я вижу белый. Вот он. Все. Сейчас его вот убираем. То, что тут на меня пытается залететь. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот сюда. Вот сюда. И теперь давайте. Ешка. Белый. Оранжевый. Все, теперь надо все это закинуть. И мы в шоколадке. Ну, конечно же. Давай, строй еще. Я ж, конечно же, совсем лохушка. Йоу, лети. Йоу, лети. Йоу. Все должно быть, по идее, все. Та-та-та-там. Та-та-та-там. Та-ра-та-та-та-та-та-там. Да, легко. Сколько у меня было попыток сегодня пройти? Стёп, скажи, сколько у меня было попыток сегодня пройти этот 6-й павильон, а? Попыток 20 я, наверное, совершила. Оба-на! Ни хрена себе! Так, хорошо, где выход? Вот он, выход. Вот почему обо мне так мало информации. 15 августа был моим первым рабочим днем в саду Гербер. Я приехала сюда впервые, привезла группу детей, а через 2 часа произошел взрыв. Она же говорила, что она здесь была и не раз, что она здесь работала. Объясните мне, как тогда это все? Она себя опровергает? Стоп. Так, ну что ж, мы приехали. Где моя юрта? Вот она, моя юрта. Уже, походу, дела вечер, да?
Где твоя лошадка? Моя лошадка потерялась еще тогда, когда я первый раз приехала в павильон. Она просто пропала из моего инвентаря. Хотя я ее бережно, аккуратненько на Е положила в сумочку. Так, ну что ж. Девах, ты где? Вот она ты. Принес? Принес. Сейчас заменю. Она баганая. Так, и куда мы должны ее заменять? И сисю вставим. И запустим. Итак. Нет, там на самом деле, знаете, что в чем проблема, ребят? Я думаю, ее надо было оставлять не в инвентаре, надо бы ее положить где-то возле входа, например, да? Потому что, когда заходишь в этот... когда заходишь в павильон, у тебя все из сумки пропадает. Мысли путаются? Нет, все в порядке. Ну, значит, помогло. Посмотрим. Насколько твоего заряда хватит? Недели на 2. Может, меньше. Знаешь, что я нашла? Переписку этого оператора Марка. Рабочая переписка с кем-то из коллег. В ней есть странные вещи. Вот, например. Ты знаешь, мне не очень интересно. Подожди, это важно. Тут про твоих родителей. Про кого? Про твоих родителей. Телепатии? Речь Здесь так идет от написано. исследования передачи Обсуждают памяти между телепатию, людьми. упоминают какой-то ее побочный эффект. Эмпер-0, так они его называют. Эффект Эмпер-0. Что Что за... за эффект? Это, если я правильно поняла, это ощущение. Необычное ощущение, которое испытывает человек, когда излучает свою память. Излучает свою память? И что? Так вот, Марк пишет, что когда-то он очень интересовался этой темой и подробно изучал Эмпер-0 из-за того случая с Идой. Из-за того случая? Наверное, мы были знакомы. Хотя я не помню ни Марка, ни необычных эффектов. И не представляю себе, что это мог быть за случай. А что насчет моих родителей? Это здесь же. Он вспоминает, как работал на исследовательской станции еще до постройки сада. В то время здесь было совсем немного людей. Круг его общения ограничивался несколькими коллегами по работе и его монгольскими друзьями. Он пишет: «Это та семья, что живет в юрте недалеко от посадочной платформы». Это же про твою семью. Да, похоже. А где сейчас твои родители? Давно умерли. А что? Наверное, они могли бы нам многое рассказать. Может быть, Марк им про меня... Все в порядке? Да, может быть. Может, и рассказывал. Ида, все хорошо? Все хорошо. Это обычное слово. Просто заметка. Как погода, зябкая или добрая. Но мы же искали другие исследования. Семейные записи, письма добрые. Так что... Что сейчас было? Опять то же самое? Да, снова. Эннебиш, Что? я думаю, у меня осталось совсем мало времени. Ты, пожалуйста, помоги мне выяснить, что это за история с Марком. Я хочу, чтобы ты разыскал вещи своих родителей. Может быть, найдутся их записи, дневники. Я понимаю. Сейчас поищу. Табак приехал. Она стояла, он проснулся в юрте, она стоит на столе. Это ваза с цветами. Вот. Он нашел запись, что вот типа... Он не понял, кто он. Он нашел запись и пошел расследовать, что это за запись, где там найти надо было. В общем, вот так все это закрутилось, завертелось. Где табак? Почему с другой стороны? Будет дождь. Дождь? Сегодня? Будет дождь с грозой. И смоет в канаву всех спекулянтов. Что случилось? Знаешь, во сколько обошелся поезд? Не знаю. Во сколько? 1,5. Это много, да? Ну когда еще в Баянхангоре интернет стоил 1,5? Я тебе заплачу. Не возьму я денег с тебя.
снищу. Хорошо, спасибо. Информация оплачена и доставлена личным курьером. Это очень любезно. Так что ты узнал? Так, ну, во-первых, сад Гербер — это вообще не для развлечений. Это больница, я знаю. И что там случилось? Были дети-пациенты, так? У одного из них переполнился контейнер. Пассий взорвался. Вот что случилось. И все? Не спеши. История непростая. Вот заменили человеку тело, и через несколько минут он взорвался. Ты спрашиваешь, как это допустили, не проверили контейнер? Но оказывается, проверили, и контейнер был пустой. А через 15 минут бах, и взорвался. То есть капсула вдруг быстро наполнилась и переполнилась. Даже не просто быстро, а мгновенно. Должна быть причина. Должна быть, но ее не нашли. Известно, что трансфер у этого ребенка прошел с неполадками. Так получилось, что он поговорил сам с собой, пока был в кабине. Вот и все неполадки. Но почему взорвался? Непонятно. Вышел наружу, показатели в норме, на вид спокойный. Это на видео заметно. Он поговорил с самим собой? О чем интересно? Вот это неизвестно. А что за видео? Видео с камер наблюдения. Там все видно. Вот он в МТеле вышел из кабины. Вот церемония. Ему вручают меч. Вот он спускается Ему со еще и сцены и идет церемонию вглубь с сада. мечом устраивали? Спокойно идет. Садится на край клумбы. Так. Дальше немножко непонятно. Что там? Что там? Он сидит, и к нему подходит кто-то из детей. Маленький ребенок. Подходит, что-то говорит. Похоже, что ребенку понравился меч, и он его выпрашивает. Какой меч? Игрушка. Светящийся такой игрушечный меч. И их дарили детям после замены тела. Проходишь трансфер, получаешь игрушку. Так. Так вот, наш герой протягивает меч ребенку, держит за рукоять и передает. А ребенок пытается взять меч в руки, но у него не получается. Ясно. И что потом? Потом уже ничего, это конец записи. Сейчас будет взрыв. Вот к детям приближается человек. Это оператор трансфера. Подходит к своему пациенту и о чем-то спрашивает. Тот поворачивается к нему и через секунду взрывается. Все. Вот такая история непонятная. Странно. Как его звали? Марк. Или ты про кого спрашиваешь? Про того, который взорвался? Того звали Альберт. А второго ребенка? Того малыша не знаю. Он был из местных жителей, посторонний. Неизвестно, как он... Да. Ломай теперь голову, а я поехал. Увидимся завтра? Не знаю. Дня через 3-4, может, через недельку, не знаю еще. Все, будь здоров, под дождь не попади. Подожди, Табаха. У меня еще вопрос. Как туда Я мог тебе всё попасть рассказал, маленький ничего ребенок, больше если у про них этот все сад не открыто, знаю. да? Вопрос не про сад, про моих родителей. Вот хочу вспомнить своих родителей и решил... Держи. Что это? Ключ. Он открывает ящик. А, в ну вот тумбочке сейчас твоего будет деда Бат. Откуда он у тебя? Открывать Бат же ящики. оставил. Сказал, если ты однажды спросишь меня о родителях, передать тебе этот ключ. Вот ты. Прощай, Табаха. Прощай. Ну что ж, ключ забрали. Идем обратно к юрте. Где моя юрта? Пора открывать все замки в доме. Пора открывать все тайны. Сейчас откроем все тайны. Там, небось, все порно-фотки. Хоум-видео. Планы. Так, где мы там открыть хотели? Так, нет, значит, здесь где-то еще был один закрытый ящик. Дай бог вспомнить, где. Вот он, да? А, надо вот так вот сделать.
Открываем. Что это? Насадка на фонарь. Окей. Дневник дедушки Боджина. Внутри несколько коротких заметок. Разворот, где вложена закладка, густо исписан текстом. Это послание Эннебишу. Так, вот так. Теперь в доме моего сына пусто. Такой вот у судьбы поворот получается. И я не жалуюсь, небо виднее. А мне молиться за них остается. Завтра с утра поеду 450 километров. Канистру не забыть. Приеду затемно, там всю ночь отпевать, а на утро уеду. Брошу все как есть. У неба свой замысел. Как же иначе? А мое дело скромное. Младенец, значит, позабочусь о нем. Заберу к себе в Улан-Батор. Я не из робких. Чего далее? Чего тут гадать? Не отпускают его эти места. Уж на этот раз сомнений нет. Выходит, суждено нам жить здесь. А что мне остается? Не бросать же его. Молоко не пьет, не ест ничего. Чем его кормить? Как-то быстро он растет. Разве двухнедельному ребенку не рано своими ногами ходить? И куда это он уходил ночью? Жесть, ребят, что случилось с ним? Не понимаю, что это он такое нашел? Устройство какое-то. 3-й день с ним играется. В пыли извалял, грызет, зубы растут, наверное. Рост замедлился и уже неделю не меняется. Ходит по юрте 5-летний ребенок. Ходишь, ну и ходи себе. Твой вид меня не пугает. Но вот зачем ты лицом на него так похож? Видно, мне этого знать не дано. У неба свой замысел. А мое дело скромное. Мое дело — молитва. Вчера челнок пустили. Давно он здесь не проезжал. Людей в салоне не видать. Может, водят в нем чего-нибудь. Ну и знакомство. Благодари небо, отчаянная душа. Если бы не Эннебиш, мог бы ты, табаха, до сих пор в твоей клумбе лежать. Но идея хорошая, подзаработаем. Проезд бесплатный, это тоже хорошо. А как же шины на мопеде? Выходит, менять не придется. Продам я его. Эннебиш, если ты читаешь это послание, значит, твое любопытство обратилось в прошлое, к предкам. Вещи твоих родителей заперты в сундуках. Я дам тебе ключ, и ты сможешь открыть их. Но знай, вещи не дадут ответов, пока ты сам не задашь себе правильный вопрос. Среди множества дорог лишь одна приведет тебя к вопросу. Найди этот единственный путь, и пусть твоя скромная помощь облегчит твои поиски. В пути тебе понадобится ключ призрачного света, чтобы осветить дорогу, и мудрая подсказка, чтобы принять верное решение на распутье. В этом ящике лежит округлый предмет, с ним ты добудешь луч света. В мудрой книге найдешь подсказку, затем отправляйся к моей могиле, встань на самый большой камень и осмотрись кругом. Используй луч света, смотри внимательно, увидишь место, с которого начинается твой путь. Ну что ж, где там был наш фонарь, на которого есть насадка? Фонарь, фонарь, фонарь. Где же мы его видали? Паспорт на кого? На имя Баджин Далхая. Понятно. Понятненько. Так, фонарик, ребятки, фонарик. Нам интересен фонарик. Да, господи, закройся. Не спеши, киса. Нет, не здесь. Не здесь. Где фонарь-то мы видали? А, вот он фонарик. Так, стоп. Где-то наша насадочка. Одеваем его на фонарик. И идем к его, я так понимаю, могиле. Мы идем к его могиле. Встаем на самый большой камень. Это вот этот самый
Вот так. Берем фонарик в руки и видим картинку на земле. Уже видим картинку на земле. Так, и что здесь? Утро и солнце. Подсказка-то какая? Прочтите притчу в книге под алтарем. Под алтарем? Ого. Вот зачем такие сложности? Он мог сразу написать, что выбрать. Так, алтарь. Тибетская книга мертвых. Сборник необуддистских притч. Короткая поучительная история. Короткие. Одна из них аккуратно обведена маркером «Путь Ситарасаны». Однажды в ночном лесу девушку по имени Ситарасана посетила странная мысль. Она вдруг поняла, что не знает, кто ее родители. «Не может быть, чтобы у меня не было родителей. Должно быть, я их просто забыла, а они, наверное, ждут меня дома», — подумала девушка. «Простите, в какую сторону мне идти, чтобы найти родительский дом?» — спросила Ситарасана бродягу с недовольным лицом. «Не знаешь, куда идти? Иди на свет». «Я всегда так делаю», — ответил бродяга. Так, стряхивая сажу со своей дымящейся головы, Ситарасана огляделась. На востоке сквозь стволы деревьев пробивались лучи восходящего солнца. «Наверное, там мой дом», — решила девушка, направилась к свету. Весь день солнце указывало ей путь, но вечером скрылось за горизонтами. На небосвод зашла луна. Постояв в растерянности, девушка пожала плечами и пошла за луной. Однако на утро луна растаяла, и ее снова сменило солнце. Ситарасана нахмурилась и повернула к солнцу. «Путь буду идти, пока не найду», — решила она. 6 суток Ситарасана брела по лесу, чередуя солнце и луну, меняя направление, пока не вышла на поляну, залитую призрачным светом. «Простите, откуда идет свет? Я не вижу на небе ни солнца, ни луны», — спросила она Будду, который слушал музыку из радиоприемника. Будда указал пальцем в небо и вернул регулятор громкости в прежнее положение. Девушка посмотрела наверх и увидела над собой звезды. Она улыбнулась и подумала: красивая какая музыка. Все, что ли? Окей. Теперь вопрос. Вы что-нибудь поняли? Я вот тоже думала, что как бы здесь, получается, нужно идти по звездам. Или... Так, Ешка. Сюда. Сюда идти на солнце, сюда идти на луну, да? Вот так? И что должно быть пока... Сюда идти опять на солнце, на луну. Сейчас же ночь. Все верно? Так, на луну. Так, я, кажется, потеряла путь. И обратно вернулась к дому. Я обратно вернулась к дому, господа. Так. Что статуя Будды? Тут у нас луна, мы идем сюда. Прям аккурат по тому пути. Здесь у нас... Вот он вернет в дом, понимаешь? Он возвращает нас в дом. Не вижу больше картинок на земле. Конечно, может, я что-то не наблюдаю. Ну и...
Что-то я, кажется, где-то проглядела, да? Где-то что-то я проглядела. Коза слепошарая. Так, еще раз встали на самый большой этот. Сюда. Встали аккурат сюда. И идем вон туда. По идее. Но здесь пока я ничего не вижу. Ой. Я его выкинула? Блин, где я его выкинула? Эй, я выкинула свой... Ну, блин. Ну, ёшкин котик, где он? Господи, руки мне отбить. Я вижу. Тихо. Так, обратно вернемся. К могиле. Интересно, куда идет это солнце? Вот, ну, недалеко же рисуется. Следовательно, где-то вот так вот должно быть недалеко следующий шаг. Но почему-то я его не вижу. По-моему, никуда не ведет этот. Так, надо чередовать солнце и луну, да, я так понимаю, раз день-ночь, 6 раз, так, да, я так понимаю. Ну, я предполагаю, что это так. Раз он сказали, что 6 дней, сначала луна, так как сейчас ночь, да? Или сначала солнце надо было идти? Она сначала сказала, типа, пошла по луне или по солнцу, ребят, кто помнит? Сначала она шла по солнцу, значит, нам мне надо по солнцу тоже идти. Первое было солнце, теперь идем по луне. Но никуда я не вижу пути больше. Не, ребят, так не получится. Смотрите. Блин, я опять потерялась. Так, идем до... Если мы идем сначала от солнца. Да, вот оно солнце. Оно показывает нам сюда путь. Идем сюда. Видим луну. Пойдем по луне. Тут у нас травка, травка, муравка. Не вижу пока ничего на земле. И после луны я не вижу... В смысле в сторону я ушла? В какую я сторону могла уйти? Так, это солнце. Вот чтобы идти туда по солнцу, это получается солнце туда ведет. А сюда ведет луна.
Если мы пойдем сюда по солнцу, мы встретим следующую картинку. Но если мы идем сюда опять по луне, сюда по луне, сюда по солнцу, я не пойму чуть-чуть. Это значит, не по солнцу надо было идти, а по луне сейчас. И как он 2-2, что ли, делает? Все, опять потерялась. Так, возвращаемся опять. Как умные люди. Ну, в смысле меня в сторону несет, не по прямой? Я туда чуть-чуть ушла. Начиная с солнца, правильно? Начинаем с солнца. Так, а я где? Вот, начиная с солнца. Идем по солнцу, хотя сейчас луна, по идее. Идем вот так, вот так, вот так, приходим сюда. Потом у нас луна. Вот смотрите, идет вот аккурат туда. Вот, по луне я иду прямо по линии, видишь? Во, вижу. Дальше идем по солнцу, да? По солнцу. По солнцу заходим сюда, потом по луне. Сквозь камни. Потом опять по солнцу. Это сколько уже раз было? По солнцу. Было, да? Сейчас теперь по луне. К юрте возвращаемся. По луне идем. Вот так. Теперь по солнцу. Теперь по луне. Аккурат туда. Что, опять по солнцу? По солнцу. Такой бред. По луне. Кто я? Наверное, это и есть вопрос, который я искал. И что тут? Что тут у нас? Вижу. Что это значит? Who am I? И тут вопрос туда идти. И к юрте. К юрте возвращаемся, ребят. Нормально.
Здесь ответ на твой вопрос. Кто я? Правильно, Энбиш, кто я? Этот вопрос ведет к тайне твоего прошлого. Ты в шаге от тайны, от давних загадочных событий, значение которых осталось недоступным моему пониманию до конца жизни. Быть может, раскрыть небесный замысел уготовлено лишь тебе. Я обещал тебе ключ с сундуком, где хранятся вещи родителей. Ключ перед тобой. С ним я передаю то, что хранил в памяти много лет. Ой, я все прочитала, да? Он принес с собой маленького человеческого ребенка, Беркут. Принес и оставил на земле перед юртой. Тем младенцем был ты, Эннебиш. Кто ты и откуда ты родом, мне неизвестно. С того дня дом моего покойного сына стал приютом для тебя и Онготца. Меня не оттолкнул странный вид ваших тел. Не мне судить о замыслах Бога. Смутился я месяцем позже, когда разглядел в твоем лице черты Чагатая. Навсегда прощаюсь, дед Бедж. Кто такой Чагадай? А можно назад вернуть? Я не дочитала. Кто такой Чагадай? Чтобы открыть сундуки родить, следуйте указаниям дедушки на Беджина. Исследуйте сундуки. Так. Вопрос на засыпку. А где прочитать про Чагатая? Кто такой Чагатай? Я пропустила все, блин, ёпарасоте. Что у нас тут? Ничего интересного? Так, это мне не понадобится, это тоже мне не понадобится. Что это? Ух, я все разбила. Радио. Он тяжел, нужно вынуть вещи, чтобы его сдвинуть. Я так подумала, что надо вещи сдвинуть. А как его... Вот так. Бросаем. И вот так. Это что такое? Такое деревянное, непонятное. Ох, и старый телек. Все, можно двигать. Ты закройся уже. Так, давай этот откроем. Тут у нас сапоги, игрушки, моточки всякие. Он все это время держал это здесь? Сверху Будда. Где Будда-то, господи? Ты про какого Будду говоришь? Загадочные детали. Результат наблюдения указывает на то, что разрушение органики — это только часть процесса, лишь его начальной стадии. За ней следует нечто гораздо более удивительное, чем простое разрушение. В пузырящемся киселе из уничтоженной материи непостижимым образом начинает создание новых органических образований. И куда я его положу? Ой, ёкаломане. Ой, вернись сюда. И как я его сюда поставлю? Закройся, закройся. Так, где это радио? Блин. Кто это? Это ребенок.
Это игрушка. Конверты с письмами. В одной из переписок упоминается Марк и Ида. Я уже писал тебе о нем. Он работает тут недалеко, на станции. Так вот, пару лет назад он познакомился с девушкой. Говорят, виделись с ней всего раз в компании друзей. И как-то она на него посмотрела, что с тех пор этот момент ему снится. Марк говорит как о каком-то вавилонском эффекте, о необычном ощущении, о том, что это ощущение сейчас изучает целый институт. А мы с Джамбулом смеемся. Ощущение самое обычное, Марк. Мы его давно изучили. Бросай свою науку и уезжай к Иде, пока она себе тело не заменила. Так. Что у нас еще есть тут? Вот это что такое? Пинается. Так, все, здесь больше ничего интересного? А ради чего мы это все открывали? Запусти ракету. Как ее запустить? О. О, я ее взяла. Я ее взяла. Все разобрала. Еще непонятно, для чего это, что это. Вот кто это такой блондин, ребят? В чем суть? Поговорите с Идой. Ну, давайте поговорим теперь с Идой. И да. Нашел, вы с Марком виделись Нашел. однажды. Вы с Марком виделись однажды. Да, я уже знаю. Вспомнила, как это было. Марк вспоминал о каком-то особенном моменте. Я не запомнила ничего особенного. Ну, кроме одного странного ощущения. Ощущение? Да, иногда меня посещают необычные чувства. Оно чем-то напоминает тревогу, но только отчасти. Не знаю, как правильно его описать. Грустное, приятное ощущение. И что? Энбиш, я сейчас выключусь. Погоди. Мы с твоим прошлым еще не разобрались. Уже не разберемся. Не успеем. От кого? От моего нейрочипа. Шлет мне письма красными буквами. Пишет, что разрушается. А знаешь, что я умею? Что? Могу разделяться на две половинки. В каком смысле? Когда я выключусь, моя верхняя половина отсоединится от ног. Зачем? Сама не знаю. Такое тело так устроено. Могу показать, смотри. Подожди, не нужно. Ида, послушай. И что делать? Вставить его куда-нибудь в другое место? Может быть, еще найдется способ все исправить. Все исправить? Ну, есть такой способ. Нужно отправиться в прошлое и передать 4 цифры профессору Коху. Вот тогда все исправится. Все исправится. Какие 4 цифры? Замечательно. Она отключилась. Профессор Коху. И что это такое? И что это такое? Нашел. Вы с Марком виделись однажды. Да, я уже знаю. Вспомнила. А зачем повторяется? Как? Расскажи. Я поступала в университет. Мы с друзьями отдыхали после экзамена, гуляли по городу. И Марк был с нами в компании. Я не знала его до этого, и мы не встречались после. Так вот пересеклись однажды и все. И что там произошло между вами? Да ничего. Мы с ним даже не общались.
Просто сидели на террасе в кафе, болтали о чем-то с ребятами. Обычный вечер. Марк вспоминал о каком-то особенном моменте. Я не запомнила. Ощущение? Давай все пройдем быстренько. Погоди. Мы с твоим прошлым еще не разобрались. Кого? От моего. А знаешь, что я Что? могу В каком смысле? когда я выключусь? Зачем? Сама Подожди, не нужно. Ира, послушай. слушаю. Может быть, еще найдется способ все исправить. Вот сейчас скажу, что тут 4 цифры. Все изменится. Опа-на. Все? Она сломалась, ребят. Ее у нас больше нет в том виде, в каком она была. Ну что ж, Ида сидит. Нейрокопия Иды разрушена. Вы можете привести Иду в чувство, направив электроразряд в нервное сплетение на спине. Отнесите Иду к мощному источнику электричества. И где же этот источник электричества? Ударить током, чтобы пару минут поговорить. Сейчас у нас там, видимо, идет гроза, и мне нужно ее наверх, да? Эх, прости, Ида. Сейчас мы тебя чуть-чуть тут потолкаем вперед. Так, это можно снять? Куда она упала? Ида! Ида! Не падай. Тебя можно куда-нибудь сюда присобачить? Нет? Ида! Нет! Бамс. Так. Бежать туда, что ли, к ним? Так, сюда, может, ее присобачить можно? Куда ее присобачить-то можно, ребята? В смысле, зачем я ее отпустила? Эй, бей в меня! Ну, давай, куда? Где она там сверкает? Молния. Ида. Давайте, я ловлю. Сюда давай бей. Ну, туда может он отвести, смотри. Он бьет туда, а не ко мне, не в меня. Бамс. 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 Мне кажется, туда надо нести ее, да? Там чаще всего бьет. Меня ничего не бьет. Да, надо все-таки туда, я думаю, идти, ребят. Что-то, мне кажется, туда надо. Только как наверх самой забраться, я что-то даже не представляю. Может, сюда надо? Блин, а как на самый верх ее запустить, а? О, нет! Тянись, живи! Да бегу уже, бегу туда, как видишь. Вот она с открытой грудью, ребят. В дождик. Ну, простудится же.
закоротит ее там, где кашлять начнет. Ну, какая же я... Не ухаживаю за ней никак. Что за звуки были? Так, я тут внутри. Закрепить в вертикальном положении в центре клумбы. Это что ли? Нет. Да, блин. В центре этой клумбы? Какой в центре клумбы? Разрушенная клумба. Это разрушенная клумба? Нет, это не разрушенная клумба. Ну, по-моему, разрушенная клумба, нет? Как ты так вертикально зацепить-то, а? Ну, блин, что за звуки? Они меня пугают. Какая клумба здесь разрушена? Расскажите мне. Написано в центре разрушенной клумбы. Но я не представляю, куда. Какая здесь клумба разрушена. И у меня нет активных действий. Это же не разрушенная клумба, смотрите. По идее, где-то в серединке должна быть. А, я застряла. По идее, должна быть вот это, но я не вижу здесь ничего активного. Ну, хорош орать. Мне страшно. Клумба не разрушена. Фу, ищем разрушенную клумбу. Ты же все клумбы я посмотрела. В вертикальном положении в центре разрушенной клумбы. Разрушенной клумбы в центре. Давайте подождем. Листья-то сверху падало. Может, так как-нибудь ее тут держать надо. Ну, кто там орет? Давай. Нет. Так написано же разрушенная клумба.
Ничего здесь активного нет, видишь? То раньше не было активного. Ничего. Так, ищем разрушенную клумбу, ребят. Просто ищем разрушенную клумбу. Ну, какие-то целые клумбы. Так, смотрим. Это тоже, по-моему, целая клумба. Посерединке ничего нет. Тоже активного. Ида, прости. Я тебя... Ой, я вижу что-то, ребят. Ой. Предмет не подходит. Почему нет? В смысле? Что случилось? Что случилось? Почему черный экран? Почему черный экран? Алло? Нет. Магия Вуду. Вуду пришел. Понятно. Почему черный экран? Саша. Саш, что значит черный экран? Вернуться, нет. Видишь белую точку на экране? What is it, блин? Загрузить игру. Вуда, у нас холодрыга. В центре разрушенной клумбы. Это же не у нас клумбы. Это же там клумбы. Так, а где? Вот он, вижу. У нас холодрыга, у нас холодно. В смысле? Да там внутри, там же этот провод. Ну, я проводом пыталась ее шанхарануть, она ничего не сделала. То есть я взялась за провод, и видишь, у меня черный экран получился. Ни с того, ни с сего. Может, вот сюда ее? Как-нибудь. Или здесь какие разрушенные клумбы есть? Тут ее нельзя никуда присобачить. Подкрутиться, шевелиться будет? Нет! Нет. Добавлю новое задание. Ну-ка. Запустите в вертикальное положение в центре разрушенной клумбы. Вот в центре разрушенной клумбы. Понимаешь ли, какие? Вот эта клумба разрушена. О, я вижу своего этого
О, здесь можно закрепить Иду. Так, еще раз. Где она? А где Ида? Так, а вот теперь кабель надо найти. А, вот она висит, вижу. Вижу, висит Ида. Кабель только теперь надо найти. Тут он был. Он был рядом с большой, правильно? Клумбой. Вот он кабель. Да, я не ошибаюсь. Куда он идет? Вот он. А! Бьется током, однако. Так, что сюда? Как ее сюда, ребят? Меня стукнуло током, я сдохла? Походу дела. Да, я походу сдохла. Куда присоединять? Кабель-то куда присоединять? Алло. Так, когда его бьет током, надо отходить, походу дела. Куда вставлять-то этот долбанный кабель, а? Ах, опять меня стукнул. А, блин, клинский. Вот он, провод. Вот она, Ида. Еще раз. Реанимите использовали электрический кабель. Хорошо, как же его только использовать-то? Подскажите мне. Есть пара идей, куда вставить. Меня током шандарахает, вы понимаете, нет? Куда? О! Блин! Брысь. Блин! Взялась. Вот дебилка, блин. Где он? Все. Ну что, ждем, пока ток придет, да, я так понимаю? Ну давай, 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 Ида, реанимируйся. Пятница, живи. Ида, ты жива? Ты здесь? Ты здесь? Ида, Ида. Здесь как себя чувствуешь? странно. Странно? Как именно? Опиши. Мне Это хорошо. хорошо. Да. Только не выключайся. Смотри на меня. Зачем? И я тебе потом объясню. В смысле? Что произошло? Что произошло? Красиво, дайте сделаю скрин. It's live! It's live! Что здесь такое? Стопки бумаг, стопки газет, стопки писем.
Какая музыка, а? You have to know one thing. You said that it's this place for you and me. You said you wanna be just with me. You told me you wanna Вот так выглядит сейчас, так понимаю, представление разработчиков в будущий мир. Baby, look at me. You have to know one thing. You have to know one thing. Это конец. You have to know one thing. Look at Вот это me была and Ида. know one thing. Вот так она встретила, видимо, Leave the Марка, да? You'll see emptiness as sweet as will be. A taste with a bitterness. You'll feel chagrin. 3, 5, 1, 3. Shitty face and panic. Leave the crowd out. 3, 5, 1, 3, ребят. You lie in the crowd out. We can be together. I'm 100 years old and you just 1-year-old child. Look at me and keep in mind my face. To leave the cradle, this is the path. This is the path. И что это значит? И в чем смысл этой игры, ребят? В чем смысл этой игры? Не пойму. В чем смысл этой игры? Чем все закончилось? Кто он такой? Эннабиш. Ну, что за бред? Я в шоке, честно. Я так понимаю, это русские делали, да? Блин, Саша, в чем смысл этой игры? Расскажи. Я не могу понять. Я сижу сейчас, тупо смотрю в экран. Я не могу понять, чем закончилась данная игра. Я просто не могу понять, в чем суть. One day, you look close at your reflection, and you'll throb with your entrails. You'll see the emptiness inside your chest, but you won't be scared anymore. Now, you'll understand that I'm nothing. You'll grow up. And if you remember my face, put me together from this emptiness. Feel me, darling. Я не поняла.
Зачем детей? Почему разговаривал сам с собой? Как он взорвался? Зачем эти нужны? Откуда взялся Эннебиш? Сколько вопросов остались без ответов? Это бред, а не игра. Это не... Зачем он ее реанимировал? Зачем он хотел ее реанимировать? Что он собирался ей потом рассказать? И он что, собирался с ней жить дальше? В чем смысл данной игры? Оставить после себя кучу вопросов, которые никогда не найдут ответа? Спасибо, что прошли эту игру. Спасибо, что играли. Спасибо, что смотрели. Ну, а с вами была Киса. Надеюсь, вы найдете ответы на все эти вопросы сами. Ну, а если найдете, обязательно найдите меня и расскажите, что конкретно вы поняли. Я не поняла ничего. Ну и до новых встреч. Берегите кисок, лайкайте их, чтобы все кошки когда-нибудь стали кисками. Ну а все вопросы когда-нибудь нашли ответы. До новых встреч и пока-пока.